Спрашивали, что вам нужно, что вы хотите. Уронил просто на пол. Он еще промышлял производством фальшивых денег. Это называлось «туманные картинки». Всем привет! Сегодня мы расскажем вам про выдающегося предпринимателя, основателя знаменитой фирмы фарфора и фаянса Матвея Сидоровича Кузнецова. Ну, наверное, у каждого в детстве была, может быть, тарелка, может быть, какая-то мисочка, плошечка, перевернув которую можно было увидеть орла, царского орла, и написано «Кузнецов». Вот эти знаменитые тарелки, миски, салатницы, все делались в конце 19-го, начале 20 века. И делал их знаменитый предприниматель Матвей Сидорович Кузнецов. В 1812 году, в тот момент, когда на Россию напал Наполеон и шла война с французами, в селе Новохаритоново, в Гжеле, то есть это Гжельский район, как раз там у меня дача, я живу и знаю прекрасно этот район, кузнец Яков Васильев основал маленький фарфоровый заводик по производству фарфоровых изделий. Хотя он был по профессии кузнецом, он решил делать фарфор. Почему именно там, в Харитоново, в Новохаритоново? Потому что именно там было очень много глины, и эту глину добывали, и она была, то есть материал, из которого делали фарфор был прямо рядом, прямо под боком. И очень было удобно добывать эту глину и на заводе из нее делать разные фарфоровые фаянсовые изделия. Яков Васильев, кроме того, что он был кузнецом и основал маленький фарфоровый заводик, он еще промышлял производством фальшивых денег. Кроме него, в этом месте, в Гжеле, многие этим занимались. Почему? Потому что на фарфоровых заводиках, там, кстати, вот если сейчас в наше время на машине ехать по Егорьевской дороге, там этих заводиков штук 5, наверное, можно насчитать, которые до сих пор делают гжельский фарфор. Все местные купцы, все кузнецы и все, кто работал на этих заводах, все были старообрядцы. Там до сих пор сохранилась потрясающая маленькая старообрядческая церковь, мимо которой я часто хожу, очень красивая. Она, кстати, сделана в форме гжельской посуды. Она такая сине-белая. Так вот, этот Яков Васильев открывает маленький фарфоровый заводик. Одновременно с этим он делает фальшивые деньги, потому что была, собственно говоря, краска для фарфора. И благодаря тому, что есть фальшивые деньги, он начинает процветать, начинает работать. У него рождается сын. Этот сын продолжает дело отца. Фамилию они меняют, они были Васильевыми. Благодаря первой профессии Васильева кузнеца они становятся Кузнецовыми. И фарфор, который они делают, уже фарфор не Васильева, а фарфор Кузнецова. Его сын покупает завод в Дулево, потом Рижский завод. И уже при внуке Васильева фарфорово-фаянсовый завод начинает процветать. Но все-таки самым знаменитым, самым большим производителем фарфора стал именно Матвей Сидорович Кузнецов. Это было 4-е поколение Кузнецовых, которые занимались фарфором. Самый главный в России производитель фарфора Матвей Сидорович Кузнецов родился в 1846 году. Фарфором к тому времени уже занимался его отец, его дед и прадед. Но именно Матвей Сидорович Кузнецов, тот самый человек, при котором фарфор стал знаменит по всей России, именно он стал поставщиком императорского двора. Из его фарфора ели цари, императоры, князья. И вы знаете, именно при нем фарфор Кузнецова стал знаменитым не только в России, но и за рубежом. Вся семья Кузнецовых придавала большое значение обучению, и поэтому Матвей Сидорович Кузнецов, когда ему было всего лишь 15 лет, отправляется обучаться семейному делу в Ригу. И там в Риге он получает очень хорошее образование, обучается, как делать фарфор и фаянс. Учится там он у самых именитых производителей
фарфора, он обучается, и потом он возвращается назад на свою родину. В 1864 году, как прямой наследник по прямому мужскому роду, Матвей Сидорович Кузнецов вступает в наследство. В то время он женится, и начинает уже владеть производством самостоятельно. Матвей Кузнецов, в отличие от своих конкурентов, постоянно открывал новые предприятия. Это была Московская область, это была в Харькове, это было... То есть он в разных концах России открывал производство фарфора. Что он делал? Он старался открывать производство фарфора в тех местах, где было рядом сырье, то есть глина. Самое главное для производства фарфоровой посуды была глина, поэтому он старался именно там открывать фарфоровые заводы, где рядом есть сырье, глина. А если какой-то конкурент разорялся или не мог больше работать, он старался эти заводы выкупать. Часть продукции он продолжал выпускать на других заводах под маркой уже ушедшего производителя, а часть, конечно, уже под своей, Кузнецов. Матвей Кузнецов под Харьковом в местечке, которое называется Буда, открывает свой фарфоровый завод. И в управлении этой фабрики он же не мог всем сам заниматься. Заводов было много. И он берет в управление обедневшего князя Алексея Рыбалка, который обладал невероятным управленческим талантом. Он умел организовать производство. Говорят, что у него был очень непростой характер, у этого обедневшего князя Алексея Рыбалка, но при этом он был замечательным управленцем, и он умел работать с людьми. И вот эта фабрика в Будах стала одной из главных фабрик по производству фарфора Кузнецов. Матвей Кузнецов постоянно отправлял своих работников для того, чтобы они повысили свою квалификацию в другие страны, чтобы они обучались этому. И когда они приезжали, их уровень был уже очень, очень высокий. Благодаря Матвею Кузнецову в Будах была построена школа для детей работников, была построена больница и реальное училище. Все это он делал для того, чтобы производство фарфоровых и фаянсовых изделий было на самом высоком уровне. Он понимал, что если дети его работников учатся в школе, есть больница, в которой их обслуживают, есть училище, в котором учат начинающих работников, это все будет только на пользу его делу, на пользу его знаменитого фарфора Кузнецова. Фабрика Матвея Кузнецова в Будах стала невероятно большой, огромной. Он построил церковь, которую сам расписал, но его художники расписали. Он очень много денег тратил на благотворительность. Он основал свой театр, такой театр, который назывался «Туманный театр», когда можно было бросить какую-то небольшую денежку и увидеть такое 20-секундное, как кино. Это называлось «Туманные картинки». Но почему же именно фарфор Кузнецова стал таким знаменитым? Матвей Кузнецов считал, что самое главное – это качество. Он боролся за качество. Он постоянно ругал своих работников, скажем так, руководителей, которые следили за качеством, если ему что-то не нравилось. Например, сохранилось одно письмо, в котором он ругает одного из своих работников за то, что золото, которым красили блюдца, недостаточно яркое. Он говорит, что если на блюдцах будет плохо прорисованы вот эти вот золотые колечки, то такие блюдца никто не будет покупать. Что делал Матвей Кузнецов? Его работники, его служащие, его помощники ходили по магазинам, по ярмаркам, там, где как раз продавался фарфор. И очень много общались с людьми, которые этот, собственно говоря, фарфор и покупали. Они подходили и спрашивали, что вам нравится, что вам не нравится, чего вам не хватает. Они смотрели вообще, что люди покупают. Почему люди покупают эти блюдца или другие блюдца. И его помощники, работники даже вот на ярмарках стояли и спрашивали, а почему вы покупаете вот именно такие блюдца или такие тарелки? То есть они постоянно общались с народом, они постоянно общались с работниками ресторанов, трактиров,
гостиниц, спрашивали, что вам нужно, что вы хотите. Таким образом, они понимали, что нужно и простым людям, простому народу, и что нужно людям благородного происхождения. Фабрика Матвея Кузнецова славилась тем, что у него было огромное количество товара. Ну, например, можете себе представить, у него было больше 100 видов тарелок. То есть покупатель приходил в магазин или на ярмарку, и он мог выбрать, то есть выбор был огромный. В прейскуранте Матвея Кузнецова было 129 позиций только одних тарелок. Кувшины, вот можете себе представить, кувшины, ну казалось бы, ну сколько можно сделать кувшинов? У него было 73 вида, ну как бы сейчас сказали, дизайна разных кувшинов. Отдельно были салатницы, селедочницы, миски, ну в общем блюдца. Это был просто огромный ассортимент. Таким образом он легко мог добиться того, чтобы и фарфор Кузнецова покупали именно у него, а не у его конкурентов. В какой-то момент 2/3 всех фарфоровых изделий, которые вообще производились в России, производилась его фабрика Матвея Кузнецова. Матвей Кузнецов открыл шикарный огромный магазин на улице Мясницкой, в самом начале улицы Мясницкой, и в этом магазине продавалась его продукция. Там было представлено все виды кузнецовского фарфора, от гигантских каких-то блюд до маленьких блюдец. На любой кошелек, любой человек мог зайти и купить там. Великолепие этого магазина видно и по сей день. Если вы зайдете в этот магазин, вы увидите, как 100-120 лет тому назад, какой это был роскошный магазин. Он был построен в 1898 году, закончил строительство в 1903 году. Построил его знаменитый архитектор Шехтель. Шехтель один из моих самых любимых архитекторов. Его архитектуру не спутать ни с чем. Особенно входные двери всегда у Шехтеля были невероятной красоты. Это стиль модерн. И вот весь этот магазин был в таком стиле, в стиле модерн. Один из самых великолепных магазинов. Кстати, в этот магазин Мясницкую часто заходили иностранцы, которые приезжали в Москву. Там рядом был на Мясницкой магазин чая, в таком китайском стиле сделан. Вот. А рядом, неподалеку, магазин, в советское время он назывался «Хрусталь». Ну, конечно, когда был жив Кузнецов, он назывался магазин фарфора Кузнецова, а сам Матвей Кузнецов занимал, не знаю, 2-й или 3-й этаж прямо над этим магазином. Была его большая роскошная квартира, в которой он жил, и он в любой момент мог спуститься и посмотреть на покупателей, которые приходили и покупали его продукцию. Вы знаете, Матвей Кузнецов часто общался с простыми людьми, но он мог просто спросить, что людям нравится, почему они берут этот фарфор, что им нравится, что им не нравится. Он всегда пытался быть лучше и выше своих конкурентов. Он хотел, чтобы его фарфор был самым красивым, самым прочным, самым надежным. И поэтому действительно его фарфор существовал долгие годы. Вы знаете, что самое удивительное, что сейчас порой, когда мы с моим другом Марчеллом гуляем по блошиному рынку в Измайлово или в Петербурге по блошиному рынку, постоянно встречаем фарфор Кузнецова. Он дожил до наших дней. Вот недавно мы гуляли по блошиному рынку, я подошел, увидел много-много фарфора, продают, естественно, советский фарфор. Я спросил, фарфор Кузнецова есть? Да, конечно, есть, ответила женщина-продавец. Он был настолько качественным, настолько хорошим, что дожил до наших дней. Да, конечно, он есть и у коллекционеров, и в музеях он сохранился. Но даже сейчас от наших бабушек и дедушек, от прабабушек, почти в каждой семье есть миски, тарелки, салатницы, селедочницы Матвея Кузнецова, которые дожили до наших времен, и до сих пор люди им пользуются. И настолько он был качественный, хорошо сделан, что люди до сих пор пользуются фарфором Кузнецова. И качество этого фарфора можно оценить даже сегодня. Продукция Матвея Кузнецова пользовалась большим спросом
в Сибири, в Закавказье, но ему очень хотелось выйти на другие рынки. И никак ему это не удавалось, но в какой-то момент ему все-таки это удалось. И его тарелки, вообще вся его фарфоровая продукция стала продаваться в Афганистане, в Иране, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке. В общем, постепенно его продукция, фарфор Матвея Кузнецова, стал продаваться практически по всему миру. Не просто продаваться, а пользоваться спросом. Для того, чтобы фарфор Кузнецова покупали, Матвей Кузнецов старался делать свой фарфор очень прочно. Ему было важно, чтобы люди покупали именно его фарфор. И вот один случай произошел на Нижегородской ярмарке. Каждый год в Нижнем Новгороде проходила знаменитая Нижегородская ярмарка, куда приезжали купцы, люди, покупатели со всей России и за границы тоже. У Кузнецова был свой большой прилавок, на котором продавалась продукция Кузнецова, и туда приезжало очень много разных именитых гостей, которые покупали эту продукцию. И вот однажды туда приехал император Николай II со своей семьей, и они, как обычно, гуляли по этой Нижегородской ярмарке, рассматривали продукцию, а он приехал, как обычно, туда со своими детьми, и кто-то из детей, не знаю, бегал, шалил, ну это же дети, это нормально, и кто-то из детей уронил огромное фарфоровое блюдо Матвея Кузнецова. Уронил просто на пол. Ну, и оно не разбилось, оно вообще не разбилось. Оно упало на пол, но оно осталось целым. Император Николай II, который увидел это, он поднял, или, не знаю, кто-то из его приближенных подняли это блюдо, оно было абсолютно целым. И император был приятно удивлен. И он сказал Матвею Кузнецову, который находился там, на этой ярмарке, он сказал: не зря ваша фарфоровая посуда имеет знак поставщик двора императорского величества, потому что ваша посуда не бьется, даже упав на пол. Это была очень приятная похвала. И сам император похвалил посуду Матвея Кузнецова. Для Матвея Кузнецова это было, конечно, невероятно приятная похвала из уст самого императора. А самое главное, ему было приятно, что действительно, уронив блюдо на пол, оно не разбилось вдребезги, оказалось абсолютно целым. Тем самым лишний раз подтвердилось, что его посуда самого высокого качества и прошла проверку на прочность на глазах у самого императора России. Матвей Кузнецов хотел, чтобы его фарфор был не только в России и на Украине, но и был по всему миру. И вот однажды произошел такой забавный случай. Поступил заказ на то, чтобы в Иран отправили английскую посуду. Почему английскую посуду? Потому что в тот момент в Иране, в Тевризе, была очень популярна именно английская посуда, английский фарфор. Что он сделал? Он положил в ящики свою посуду, Матвей Кузнецов положил в ящики свой фарфор, но на ящиках он написал «Лондон» на фарси. И эти ящики отправились в Иран, и когда они уже пришли в Иран, и они эти ящики открыли, они достали оттуда не английский фарфор, хотя заказ был именно на поставку английского фарфора, а они достали оттуда совершенно роскошный фарфор Кузнецова, но они когда увидели, иранцы, что увидели, какого он качества, конечно, они не стали уже отменять эту сделку, не стали ее аннулировать, потому что они увидели, что это очень качественный, хорошо сделанный фарфор. После этого они стали заказывать на фабрике Матвея Кузнецова, стали заказывать, постоянно шли заказы в Иран и в другие арабские страны. После того, как Матвей Кузнецов отправил в Иран, в Тевриз, свой фарфор, этот фарфор там оценили, и он стал пользоваться большим спросом, и после этого стали приходить ему уже заказы. Не нужно было обманывать, что это английский фарфор, это был именно наш российский фарфор. Вообще, Матвей Кузнецов, как же он стал ведущим производителем фарфора в России? Несмотря на то, что он делал это очень высокого качества, он смог снизить цену на фарфор.
Каким образом он это сделал, мы сейчас не знаем, но вообще цена на фарфор была довольно высокая. Но он смог существенно снизить цену на фарфор. И таким образом люди, когда приходили в магазин или в лавку, или на ярмарку, они видели, что стояли миски, кувшины, тарелки Кузнецова хорошего качества, а рядом где-то там продавались фарфоровые изделия его конкурентов, которые были просто дороже. Но зачем покупать дорогой фарфор, когда можно покупать фарфор дешевле? И таким образом Кузнецов избавился от многих своих конкурентов, снизив цену на свой фарфор. А при этом качество было очень хорошее. Матвей Кузнецов получил огромное количество премий, наград и медалей за время своей работы. И эти медали были не только в России, но и за рубежом. Ну, например, дальше я читаю. В 1892 году Матвей Кузнецов был высочайше пожалован за деятельность на поприще торговли и промышленности званием коммерции советника. В 1900 году Матвей Сидорович был удостоен высокой наградой Франции орден почетного легиона. Кузнецовская продукция была отмечена золотой медалью на выставке в Чикаго. Представляете, в Чикаго, в Америке. Затем он получил гран-при на выставках в Реймсе и Льеже. Заслуги Матвея Кузнецова перед Отечеством были щедро вознаграждены. Первоначально он, как и его отец, числился купцом первой гильдии, но в 1870 году по высочайшему повелению Кузнецов был удостоен высшее городское сословное звание «Потомственный почетный гражданин». А в 1883 году Матвею Сидоровичу был пожалован орден святого Станислава третьей степени за полезную деятельность на поприще фабричных промышленностей. А в декабре 1887 года за устройство на Рижской фабрике часовни в память 25-летия царствования императора Александра III Кузнецов был награжден орденом Святой Анны третьей степени. Но самое главное произошло в 1902 году. Матвей Сидорович Кузнецов получил, скажем так, самую главную награду, к которой он стремился. Он стал официальным поставщиком двора его императорского величества. И с этого момента, с 1902 года, Кузнецов имел официальное право ставить на своих тарелках, мисках, в общем, на все, что он производил, ставить знак «Поставщик двора его императорского величества». И с этого момента он вошел в ряд самых лучших, самых знаменитых производителей. То есть выше этого ничего не было. Поставщик двора его императорского величества – это самая высокая награда. Это значит, что его продукцией, его тарелками, мисками, блюдцами пользуется сам император и императорская фамилия. Это была самая-самая высокая награда, чего добился Матвей Кузнецов. Матвей Кузнецов, когда его дело стало процветать, когда его фабрика не только в Харитоново и в Гжеле, а под Харьковом и в других местах стали процветать, его компания и товарищество Матвея Кузнецова стало открывать магазины по всей России. Его магазины фарфора Кузнецовых были в самых крупных городах. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Воронеже, в Харькове. Повсюду можно было увидеть роскошные, шикарные магазины фарфора Кузнецова, куда мог зайти и купец, и дворянин, и простой человек, и купить на свой кошелек любую продукцию. Это были роскошные, красивые магазины, которые сверкали красотой, чистотой. И, например, в этих магазинах продавались огромные такие шикарные супницы для супа Кузнецовых. Когда я был маленький, от моей бабушки досталась вот такая супница. Она, к сожалению, не сохранилась, но у нас, я помню, на холодильнике стояла такая вот огромная синего цвета супница. И бабушка рассказывала. Там, если ее перевернуть, там было написано «Кузнецов» и «Царский орел». И бабушка рассказывала. Она жила в Иркутске, моя бабушка из семьи потомственного дворянина. Она рассказывала, что когда она была маленькая, ее мама, то есть моя прабабушка,
накрывала на стол, ставила в центре стола супницу Кузнецова, туда переливался суп, и из этой супницы потом по тарелкам разливали суп. Это была очень красивая супница Кузнецовых, которая, к сожалению, не сохранилась. Матвей Кузнецов скончался в ночь на 9 февраля 1911 года. Самое удивительное, что сейчас, когда мы снимаем эту передачу, сейчас как раз 9 февраля. Вот такое удивительное совпадение. Когда Матвей Кузнецов скончался, его похоронили на Рогожском кладбище, в усыпальнице Кузнецовых. Я много раз гулял мимо этого Рогожского кладбища. Там есть Рогожская старообрядческая церковь. И я мысленно, знаете, так кланялся этому великому человеку, отдавая, скажем так, должное его жизни, что за всю свою жизнь он сделал потрясающее количество удивительных фарфоровых изделий, и до сих пор память о нем живет. И если спросить любого человека на улице, не обязательно даже на блошином рынке, если спросить человека, какой фарфор они знают, почти все скажут фарфор Кузнецова. А это говорит о том, что человек за свою жизнь сделал такое количество удивительных изделий фарфоровых и фаянсовых, что память о нем до сих пор живет, и его имя до сих пор на слуху, хотя прошло уже больше 140 лет.